Привет! В сегодняшнем видео мы будем обсуждать очень серьезные и сложные вещи. Идеей к сегодняшнему видео послужил один из рилсов из Instagram. Было несколько рилсов, они показались мне очень интересными в плане, что очень сложная, запутанная информация даже для англофонов. Подавалось так, как будто это очень легко, но через призму родного русского языка. Не говоря уже о том, что эта тема очень сложная и в русском языке. На своих экранах вы сейчас видите скриншот, который я сделал из этого Reels. То есть здесь предлагалась следующая методика. Человек, преподаватель, дает вам предложение на русском языке, и вам нужно сделать прямой перевод. То есть здесь, я так понимаю, отрабатывается навык простого трансформационного какого-то манипулирования, без учета реалий, традиций, правил иностранного языка. То есть на самом деле это disservice. Здесь вас преподаватель не учит, как пользоваться грамотно языком и не учитывает тех реалий и аутентичного использования языка в языке, вернее, изучаемом. Предлагается вот таким образом посмотреть на русский вариант и перевести на английский. Но что мне резануло по ушам, это то, насколько некоторые предложения звучат очень коряво и косноязычно на родном языке. Я ни в коем мере не претендую на очень грамотное владение родным русским языком, потому что он у меня закончился еще в далеком 2008 году, когда, собственно, я последний раз на нем говорил как основном языке. Открыв дверь, он вошел. Ну, согласитесь, очень странное предложение, потому что здесь причинно-следственная связь, она настолько obvious, что, понятно, если вы откроете дверь, вы попадете куда-то. То есть можно войти, даже если это какой-нибудь шкаф. В него при всем желании можно войти. Будучи приглашенным, он пришел. Закончив работу, она ушла домой. Вполне себе нормальное предложение, мы чуть позже его обсудим. Написанное письмо уже отправили. Здесь очень странная тавтология. Это все равно, что я скажу, соленая соль посолилась в соль. Ну, вообще смысла никакого нет, потому что само по себе письмо — это то, что написали. Ну, по определению, в корне заложен смысл. Улыбающаяся девочка мне помахала. Спрашивается, чего она улыбится-то на меня. Ну, очень, какой-то странный смысл. И он улыбался, будучи окруженный друзьями. Ну, вот эти вот странные какие-то притянутые за уши предложения. И нам их еще... Мало того, вы по-русски их должны понять, вам еще предлагается перевести их на язык английский. И тут начинается все самое интересное, потому что в английском языке, ну, за редким исключением, вот эти предложения будут звучать очень и очень странно. Ну, ересь полная. Для того, чтобы понять, почему эти предложения выглядят очень странно, а тем более на английском языке, вам нужно понимать в английском языке, зачем нужно все это. Мы сейчас в контексте английского языка на это смотрим. Здесь упражнение на Perfect Participial Clause. Это очень сложная конструкция. Present Passive Participle. Perfect Participle — это сломанная машина, написанное письмо. То есть здесь настолько разброс, это не просто слова, фразы, выражения, это целые придаточные предложения, и вот так в одном упражнении их комкать, это на самом деле очень сложно. It's a very big cognitive load for your students, even if they have something similar like that in their native language. Но это очень сложно, и на самом деле вы просто запутаете людей. А если у вас цель научить человека пользоваться этим грамотно, так как делают сами англофоны, то, к сожалению, тут упражнение вообще не подойдет. Но идея замечательная. Давайте посмотрим, как нам можно это упражнение оживить и в то же время научить студента пользоваться этим и показать, как это происходит в языке, который вы изучаете в иностранном, и сравнить это со своим родным языком. Для этого нам нужно знать, зачем англофоны это все используют. Во-первых, регистр — это очень официальный регистр. То есть в обиходе, кроме пары-тройки устойчивых выражений, это не используется. Вы в речи это вообще никак в жизни не услышите. Зато вы это услышите, например, в каких-нибудь политических дебатах, где официальный стиль речи сохраняется. Вы это прочитаете, это очень книжный стиль. Вы это увидите на письме часто. Какая-то литература, scientific paper, scientific journal. Если какой-то research вы делаете, journalism, в журналистике это часто используется очень, а журналы такие как New Yorker, New York Times и так далее периодически могут это в свои OP вставлять. Formal speech, такие как TED Talks, например, да, или business reports, где нужен очень
запутанный, сложный язык. Подходим ко второй функции. Значит, сложный, запутанный язык, длинные предложения, но вот эта конструкция, такие конструкции помогают нам предложения длинные чуть сократить. Теперь, какова цель? Зачем это? Какой смысл в этих предложениях? Значит, вот то, что мы пишем в части, где у нас perfect participle clause, это предложение будет описывать действие, которое было совершено до того, как совершилось действие в главном предложении. Ну вот возьмем этот странный пример. Открыв дверь, она вошла. Почему это хрень полная? Потому что, открыв дверь, понятно, действие совершилось, но обычно такими предложениями передают действие, которое задолго совершилось, то есть какое-то время должно было пройти, не 3 секунды с момента открытия двери и вашего, собственно, туда входа, всем встать, суд идет. То есть это настолько тривиальный пример из everyday English, что it doesn't warrant the use of such a difficult and sophisticated formal grammatical form, you know. Поэтому, если вы пытаетесь использовать эту структуру, у вас должен быть какой-то глубокий смысл, и время, которое прошло в первой части, должно по контексту быть, ну, чуть дольше, чем 3 секунды. Также такая грамматика используется для того, чтобы показать причинно-следственную связь. По причине, которая указывается в первой части вот этого having чего-то, мы описываем какие-то дальнейшие события. Зная функции этой грамматики, вы можете теперь сделать упражнение для своих учеников следующее. Написать все предложения вот с этими оборотами, having плюс третья форма глагола, having eaten, having done, having said, having been. Посмотрите в корпусе, какие глаголы чаще всего используются. Кстати, о птичках. Когда я посмотрел в корпус, having been, having said, having done, having had, having gone, having made, having seen, by far очень часто используются. То есть на них можно сделать акцент, если хотите. Если не хотите, как говорится, вы учитель, вы знаете лучше, I hope. Тогда вы берете вот эти предложения, пишите студентам very formal, это очень официальный стиль, это академическое письмо, это какой-то научный проект. Делите доску на 2 части. Слева пишите эти предложения, во второй части вы предлагаете либо студентам переписать это, но это будет уже более сложное упражнение. Сначала мы делаем guided practice, даете им варианты shuffled, которые перетасованы, и им нужно выбрать вариант, который подходит к этому formal, но будет более подходить для everyday English. Возьмем предложение, открыв дверь, он вошел, хоть это и корявое предложение, но я вам на этом простеньком предложении покажу, что можно сделать. Мы это будем заменять. Так вот, having opened the door, he went in. Так как здесь просто действия перечисляются, первое действие, второе, порядок действий. И он очень простой, тривиальный, и эта грамматика даже не нужна, как я ранее говорил. Поэтому мы используем coordinating conjunction. He opened the door and went in. He opened the door and went in. Все. Это то, что мы скажем в обыденной речи. Being invited, he came. Это вообще полная фигня, это даже в английском языке звучит, может быть, даже с грамматической точки зрения еще как-то окей, но смысла здесь нет никакого, поэтому мы это будем переименовывать. И здесь это вообще пассивная конструкция, она еще сложнее, чем активные конструкции. He came because he'd been invited. Мы используем фразу because, которая описывает причинно-следственную связь, cause and effect. Собственно, для чего эта грамматика используется. В обыденной, everyday речи мы используем because. He came because he'd been invited. Следующее предложение. Having finished her work, she went home. Само по себе предложение нормальное. Мы его делаем из вот этого официального, очень книжного стиля к нашему современному, нормальному, бытовому языку. After finishing her work. After finishing, потому что это уже выражение времени, после того, как она закончила. Or можем даже сделать предложение, целый clause. After she finished her work, she went home. После того, как она закончила работу, поперлась домой. То есть вы можете даже 3 предложения написать. И другое упражнение будет студентам дать задание. Выберите самый официальный стиль, самое официальное formal предложение. И выберите то, которое вы будете использовать с друзьями и вообще в каждый день. Вы можете написать их 3. Это гораздо лучше задание, чем вот эти вот трансформаторные будки. Короче, в большинстве случаев вот то, что вы хотите сказать having чего-то там done в русском языке, в английском это в natural everyday language, это будет после того как.
After я сделал что-то, либо after doing something. Там уже сами выбирайте из двух вариантов. И вот эта информация, которую я сейчас вам сказал, гораздо полезнее будет вашим студентам, если вы им это то же самое передадите. От меня. XOXO. Hard. Также предложение типа «будучи окруженным друзьями», он смеялся. Вот это «being surrounded» — это очень много лишних слов. В английском языке в таких случаях вот это «being» просто пропадает. Это лишнее. Surrounded by his friends. Здесь используется вот такой кусок. Вводная фраза, даже не предложение, не clause. Сейчас я вас научу двум фразам, в которых используется вот эта сложная formal грамматика. И в этих фразах для каждодневного общения использовать норм. Первая фраза having said that. Используйте ее, когда вам нужно противопоставить то, что вы сказали только что, с тем, что вы сейчас будете говорить. То есть на контрасте работаем. Вы, например, говорите бла-бла-бла. Тем не менее, несмотря на то, что я это вот сейчас сказал, озвучил, есть какие-то нюансы. Having said that, давайте обратимся к примеру. It could be a workable solution, but having said that, the only way this is doable is if there's a clear quid pro quo. Quid pro quo — это латинское слово, оно означает «ты мне, я тебе». То есть, если вы мне что-то хорошенькое сделаете, я вам тем же отплачу, только на таких условиях. То есть, смотрите, сначала человек говорит, что есть у нас какое-то предложение, как проблему решить. И это довольно-таки решаемая проблема, это можно сделать. Прилагательное workable используется. Но тем не менее, having said that, несмотря на то, что я это сказал, тем не менее, единственный способ этого достичь, это когда у обеих сторон будут равные условия. То есть одна сторона получит выгоду какую-то, и вторая сторона тоже получит выгоду. Только так. Вторая фраза — это haven't been there before. Это когда вы опираетесь на свой опыт и рассказываете о чем-то, и говорите: я знаю, потому что я там был, я это делал, я мед пиво пил. Haven't been there before. Запятая, и дальше вы продолжаете. Я вам могу точно сказать, что то, что вы говорите, это ахинея страшная. Например, предложение, как всегда, из корпуса. Кстати, я забыл упомянуть, для сегодняшнего урока все примеры предложений были взяты из корпуса. I have to say, though, having been in this business this long, it's so nice to start seeing more and more crew who are women. Это было из интервью Патрисии Аркет, когда она говорила про съемки фильма. Crew — это съемочная площадка. Все, кто участвует в съемке фильма, операторы и так далее, это называется все одним словом crew. Непосредственно, и ей приятно было видеть, что больше вот таких работников — это работницы, то есть женщины, а не всем привычный мужчин. Здесь данные выражения используются в обычном разговорном языке, потому что они перешли из официального формального регистра в обычный повседневный английский язык. Долго получилось видео, я его сокращаю просто как могу, потому что там непочатый край информации, очень много, очень сложно. Когда вы используете какую-то грамматическую конструкцию, задайте себе вопрос: зачем она мне? С какой целью я ее использую? Возьмите себе пару тысяч примеров, 3-4 тысячи примеров почитайте, поймите, как это все используется, а потом уже используйте сами. Напоминаю, у меня есть Инстаграм и Телеграм. Я желаю всем отличного августа, последнего месяца лета. Слава Богу, эта жара закончится. Товарищи, пока.